Моменты мы выходили с травмами, бились с поломанными руками, уже не имеет значения. Такая глубокая тема, да? Ринг только тебя может раскрыть. Привет. Привет. Как дела? Идеально. Хорошо. Лёш, расскажи мне, пожалуйста, кто такой боец? Что это значит в твоей философии, в твоем понимании? Что ты укладываешь в это слово? Боец – это не просто тот, кто занимается единоборствами, тот, кто дерется на улице или в ринге, а тот, который, в принципе, занимается, добивается своего. Боец – это тот, который не сдается, тот, который, в принципе, по жизни пытается добиваться успеха, у которого есть свои цели, он не сдается и преодолевает сложности и трудности. Мне очень нравится, как говорят некоторые люди, если у тебя есть проблемы в какой-то деятельности, значит, ты занимаешься не своей деятельностью. Когда ты занимаешься своей деятельностью, то это не является проблемой, это очередная задача, которая тебе предстоит преодолеть. Вот, когда ты занимаешься своей любимой деятельностью, тогда ты никогда не назовешь это проблемой. Очередная задача. Что-то появилось, что-то нужно поменять. Как я говорил, что у бойца я боксирую, у меня скоро бой, я травмировал заднюю дельтовидную мышцу, я не мог бить справа. Это разве проблема? Нет, я начинаю... Твой оппонент сейчас это интервью потом не посмотрел. Ну, это не важно, она уже восстановилась. Я уже бью полностью, полноценно. Но суть в том, что я мог расстроиться и сняться с боя, но я бы так никогда ничего не достиг. И посмотрев интервью разных чемпионов, ни у одного чемпиона на пути не было легкостей. Все прошли через какие-то сложности, кто-то там через очень сложные моменты. Мы выходили с травмами, бились с поломанными руками, ногами. Это не есть проблема, это очередная задача, которую нужно преодолеть. И когда мы к этому готовимся, я всегда даю задания, и мне точно так же, когда меня тренировали, дают задания, работа одной рукой, одной ногой, по определенным правилам нужно боксировать. Для каких целей? Чтобы ты был подготовлен в случае, если есть необходимость работать только одной рукой, чтобы ты мог это делать, а не у тебя случилась паника, и ты прекратил боксировать, чтобы ты шел до конца. Ну, в первую очередь, это эмоциональная составляющая. Боец должен быть собран, он должен верить в свои силы, обязан, я бы сказал. Если боец не верит в свои силы, то он однозначно проиграет. Вот. Тот, кто умеет сохранять спокойствие, холодную голову, тот впоследствии и может выполнять то, что он выполняет обычно на тренировках, а может быть и лучше. Может проявить себя, показать. Если же эмоциональная составляющая слабая, очень часто можно видеть крутые бои, в которых легенды, звезды, например, Мохаммед Али, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, те, которые специально провоцируют, вызывают эмоционально своих оппонентов, оскорбляют различным образом, и тогда оппонент выходит из себя и уже не может боксировать или биться так, как обычно он это делает даже в домашних условиях. Он себя не может проявить, потому что агрессия, этот огонь, он сжигает. Вот. А тот, кто с холодной головой, и тоже много можно примеров проявить, тот же Хабиб с Конором. Кто с холодной головой, кто верит в свои силы, и если ты умеешь сохранять огонь до самого боя и в момент боя разжигать его, вот, то это значит эмоционально очень сильный, очень крепкий, но это нелегко, это сложно. Вот, поэтому, конечно, однозначно, кому-то легче дается, кому-то сложнее, зависит от команды. Сейчас очень популярно, очень модно иметь в команде психолога. Вот. Опять же, уже очень многие практикуют, я считаю, это важно, потому что эмоциональная составляющая очень важна. И уже на моем примере, мои также ребята есть очень талантливые, которые просто перегорают, волнение излишнее, либо самоуверенность и так далее. Очень много моментов. Ты помнишь свой первый бой? Ну, разве что школьный. Школьная пора. У меня просто два родных брата.
И меня оберегали до какого-то возраста, но я помню, мальчишками дрались, я даже не помню какой класс, 3-й, 2-й, может, проходил мимо, дрались ребята, наверное, как больше дурачились, вот, и я так усмехнулся, сказал: о, серьезно, вот это у вас бой. Да, братан, блядь, так не говори, ну... И с победителем, кто дрался, мне предложили: а не хочешь попробовать? Я говорю: да, конечно, легко. И в итоге этот парень, он просто прошел мне в ноги, завалил, начал бить меня. Вот нас в итоге разняли. Вот. Я считаю, что потерпел поражение. По ММА первое на улице, это было забавно. Это были такие куртки, потому что холодно было. Это мой первый бой такой. Расскажи, пожалуйста, про психологию боя. Самого боя непосредственно внутри. Да, из чего она складывается? Опять же, это умение контролировать себя. Когда ты выходишь в ринг, например, вот вы уже пожали руки, то твой стресс, твоя агрессия, все остальное, оно уже не имеет значения. Есть только ты, твой оппонент, вот, и вот то, что тебе нужно делать. И чем спокойнее, как показывает практика, ты находишься, не заснул, то есть не настолько расслабился или перегорел. Нужно просто понимать, что такое спокойствие и уверенность в себе. И когда ты перегорел, когда ты уже не готов драться, ты уже как будто бы провел поединок, и до начала боя ты проиграл. Нужно понимать разницу границ. Федор Емельяненко, супер спокойный человек, не показывающий никаких эмоций, вот, выходит и создает прекрасное шоу, прекрасные бои, поединки. Он максимально настроен, сконцентрирован. Вот это один из самых ярких примеров, которые я могу привести. Что происходит в этот момент? Здесь нужно быть эмоционально очень сильным, потому что задача во время поединка, немножко такая глубокая тема, да, я ее раскрою под разными углами. Например, когда два бойца уже вышли в ринг и начали боксировать, начали драться, мне очень нравится Сильвестр Сталлоне, как говорит, да, неважно, как ты бьешь, главное, как ты держишь удар, потому что твой самый тяжелый, самый крутой, сильный удар, который ты готовил на протяжении долгих лет и которым ты там, например, потушил свет многим своим оппонентам, с одним из оппонентов не проходит, ты наносишь этот удар, и ты разочаровываешься в своем ударе, ты начинаешь думать, что твой удар не работает, и что все прошло мимо. И ты начинаешь просто переживать, отступать и так далее. Это, соответственно, это ментально ты не готов. То, о чем мы разговаривали, что есть психолог, который может в этом помочь. Это может быть психолог, это может быть друг, тренер, наставник, отец, который может об этом с тобой разговаривать. Бой — это не просто, что твоя подготовка, как ты умеешь руками, ногами махать, как ты умеешь бороться. Это очень много составляющих в голове, то, что у тебя происходит. Конечно, если у тебя недостаток техники, скорости, силы, ты как бы там сильно ментально не был готов, преимущество будет на стороне того, кто более физически подготовлен. Тоже очень много случаев, когда дрался Костя Дзю с Забом Джудой. У Джуды случился такой паническая атака в плане, когда Костя Дзю пробивает свою коронную двоечку. Если бы Заб Джуда посидел, пока посчитает до 10, потом медленно поднялся и отошел в свой угол, он бы продолжил боксировать, и еще не ясно, кто бы выиграл, потому что очень талантливые оба бойца. Вот. Но в тот момент Джуда не поверил, что такое может быть. Он резко вскочил, потому что он боялся, что же о нем подумают. И произошло то, чего не хотел бы ни один боец, чтобы с ним произошло. Он резко поплыл, голова плывет, ноги не слушаются. Он как бы понимает все, но ноги его не слушают. И он просто начал падать, подниматься, снова падать. Соответственно, это остановка боя. Как бы на самом деле ничего страшного не происходит. Главное, как ты потом, после этого можешь собраться, принять какие-то меры. Если бывает такое, что как с Рики Хаттоном, Мэнни Пакьяо уронил Рики Хаттона, нокаутировал очень жестко, тяжело.
Вот, после этого нокаута Рики Хаттон не смог вернуться. Он попробовал, но он психологически настолько был подавлен, что он завершил свою карьеру. И так много бойцов, очень известных, которые так закончили свои карьеры. Поражение – это на самом деле очень глубокая тема. И много знаю ребят, и сам лично испытывал это ощущение. Вот, это как преодоление страхов. А почему много людей ни разу не выходили в ринг? Что, это так сложно выйти? Ты занимаешься какой-то деятельностью, ты выполняешь там ряд каких-то движений, ты готовишься, тренируешься. И после того, как ты подготовился, там, ты чувствуешь, что ты уже начал какой-то уровень выходить, ты всегда можешь попробовать себя с таким же новичком. Но мы этого не делаем. А некоторые занимаются много-много лет и этого не делают. А каждый говорит разные. Есть барьеры, да, есть блоки в плане потерпеть неудачу. Что скажет? Мы не любим проигрывать. Никто не любит проигрывать. Спроси хоть у одного человека, кто любит проигрывать. Мы боимся потерпеть неудачу, мы боимся выглядеть смешно, мы боимся, что о нас скажут. Это все страхи внутри. И когда там, тебе, например, предлагает тренер выступить, я себя вспоминаю. Я в первую очередь, я еще не вышел в ринг, а я уже беспокоюсь, мое сердцебиение усилилось, я немножко вспотел, потому что меня окутывает страх. Страх поражения, страх выхода в ринг, что подумают люди, как я буду выглядеть. Хочется показать, хочется казаться лучше, чем ты есть. Вот. А на самом деле у тебя есть определенный навык, определенные знания, но ты не можешь лучше быть. Вот ты отработал определенные вещи, но в ринге ринг только тебя может раскрыть. Когда ты в ринге боксируешь, когда ты не думаешь уже о том, что тебя окружает, кто что думает, а ты просто сфокусирован на нем, на своем состоянии, в первую очередь эмоциональном, во вторую очередь это твое физическое состояние, когда ты понимаешь, что такое тайминг, когда ты умеешь распределять силы, когда ты знаешь, на что способен твой организм, когда тебе стоит взорваться, когда стоит остановиться, но это уже потом появляется с опытом. Вначале ты всего этого боишься, потому что ты не знаешь, насколько тебя хватит. Вдруг ты набросишься, и ты просто устанешь и упадешь от того, что силы тебя покинули. Вот. А может быть, он начнет бить и попадет, и ты просто упадешь в нокаут. Это все страхи, с которыми ты борешься. По поражению самом, если говорить, нужно просто, выходя в ринг, уже обдумать этот момент, так же, как люди думают об успехе. Когда ты занимаешься какой-то деятельностью своей, когда ты занимаешься там бизнесом, например, ты ведь, открывая бизнес, в первую очередь думаешь о том, что он может у тебя не пойти, что тебе нужно, ты можешь прогореть, потерять все деньги. Ты как бы это все знаешь. Ты этого боишься очень сильно, но ты это знаешь, и ты вроде бы к этому готов. Но когда это происходит, ты никогда к этому не можешь быть готовым. Но ты это прокручиваешь в голове. Точно так же и в ринге. Ты готов к тому, что тебе пробьют в печень, тебе отобьют ногу, тебе сделают прием, там, тебя задушат и так далее. К этим вариантам ты готов, но ты не готов, но ты никогда не готов и не хочешь этого. Ты именно поэтому и тренируешься. И чем сложнее проходят твои тренировки с более сильными оппонентами, соответственно, тем лучше ты будешь чувствовать себя в ринге. Потому что тот путь, который ты прошел до боя, ты должен осознавать, с кем ты будешь боксировать. Если он сможет навязать более сложную игру, чем ты прошел перед боем, тебе будет очень тяжело, и ты можешь проиграть. А если ты прошел настолько сложный путь, что ты даже не представляешь, что может тебе предложить твой противник, то победа неизбежна. Как одержать победу в бою? Нужно быть очень уверенным. Раз ты уже вышел сюда, ты надел перчатки, согласился. Здесь нельзя давать заднюю, нужно верить до конца в свои силы. Стараться придерживаться плана, а план всегда должен быть, это тактическая составляющая. Иногда она может меняться во время поединка, во время боя. Не показать противнику, что тебе плохо, не показать противнику, что ты уязвим. Вот, как мы разговаривали, да, допустим, я во время поединка сломал руку. Он-то этого не знает. И если ты планируешь продолжать поединок, то ты
прибегаешь к каким-то мерам, меняешь стойки, показываешь, но не бьешь и так далее, но ты поддерживаешь поединок. Вот, конечно, есть бойцы высокого класса и чемпионы мира, которые снимались с боя, даже с легкими травмами. Но опять же, это чисто выбор каждого. И вообще не могу сказать, ни плохо это или нехорошо. Любой выбор, который вы принимаете, делаете, неважно, это в бою, это в жизни, он будет правильный. А главное, это стремление ваше. Если ты стремишься, или если ты хочешь, Жорж Сен-Пьер, мне очень нравится, вот недавно давал интервью, он говорит, что когда я начинал заниматься карате, у меня в группе было 100 человек. Огромное количество детей, которые занимались этим боевым искусством. Когда я получал следующий пояс, с мое первое повышение, нас было 50 всего осталось. Последующие 20. Предпоследний нас осталось 7 человек. И когда я получил высший пояс в этом направлении, у меня осталось всего 3 человека в группе. И он говорит, я никогда не был лучшим из всех этих ребят. Я просто шел до конца и вот получил то, что хотел. И так во всем, в любой деятельности, любой сфере. Это может быть бизнес. Я также занимаюсь бизнесом. У меня есть клуб спортивный в Нячанге сейчас. И точно так же. Я мог бы давно закрыться в пандемию, когда нет здесь туристов и так далее. Нет, я продолжаю работать, и все как-то так складывается, звездочки совпадают. Когда кто-то улетает или уходит, или что-то меняется, то всегда открывается новая дверь. Если новая задача, это не проблема. Проблема только в голове. Всегда можно что-то придумать. Хорошо. Спасибо тебе большое за то, что раскрыл все эти не столь секреты, но опытные знания. Спасибо.